В эфире программа «Путь правды», и я, Алена Кочкина, приветствую вас, уважаемые телезрители телеканала «Новороссия ТВ». Сегодня у нас в гостях замечательный, сильный, отважный журналист, который прибыл на территорию Донецкой Народной Республики из Европы. К сожалению, мы не сможем показать ее лица, в целях безопасности человека, который ездит и освещает военные действия и жизнь наших граждан. Итак, добрый день, Ольга. Добрый день, Я Алена. очень рада, что мы уже встречаемся в Донецке второй раз. Ты приехала месяц назад к нам в гости, и мы с тобой ездили в Горловку, Дебальцево, Углегорск. Ты общалась с ребятами из армии ДНР, ты общалась с обычными гражданами. Скажи, пожалуйста, вот сразу начнем с этого вопроса. Твои впечатления, что ты как житель спокойной на тот момент Европы здесь увидела? Впечатлений огромное количество. Во-первых, до моей поездки я смотрела много видео с Донбасса. Конечно, видеть своими глазами это было нечто совершенно другое. Мне удалось пообщаться со многими жителями, то есть, которые рассказывали свои истории о том, как они переживали бомбежки, как они прятались в подвалах от обстрелов. Я видела, конечно, ужасные разрушения, но, тем не менее, вы знаете, позитивный момент, что во многих городах, таких, например, как Горловка и даже Дебальцево, уже видны следы восстановления, то есть идут восстановления инфраструктуры, и восстанавливаются жилые дома, и это, конечно, очень радует. Мы были с тобой в Новоазовском районе, да, мы были в районе Передовой, мы общались с ребятами из подразделения Чебурашки. Они рассказывали тебе, почему они сюда пришли. То есть, я так понимаю, европейские жители думали, что они увидят каких-то российских наемников. Вот кого увидела ты, когда мы приехали на Передовую? Это стандартное мышление европейского обывателя, и то, что показывается европейскими телеканалами, о том, что здесь воюют российские наемники. Но я своими глазами убедилась в том, что это неправда. То есть те немногие российские добровольцы, которых я видела, это люди, даже большей частью не имеющие военного опыта, а в основном это местные ребята, которые уроженцы Донбасса, и они взяли в руки оружие в основном по одной причине – защищать свою землю, то есть своих друзей, родственников, и они просто не могли поступить иначе. А из иностранцев, кого мне довелось встретить, это были как раз не россияне, это в том числе мне встретились и добровольцы, антифашисты, даже из некоторых стран Европы. Например, из Чешской Республики, из Италии, Испании, даже были ребята из Латинской Америки. И скажи, пожалуйста, вот эти ребята, чем они отличаются от стандартных жителей Европы? Почему они, на твой взгляд, почему они сюда приехали? Я думаю, что, во-первых, это их личное убеждение, то есть они считают, что на Украине сейчас, в общем-то, поднял голову фашизм, то есть они считают своей целью положить этому конец, и пока, в общем-то, то же самое не началось в Европе. И они побывали на Донбассе, они, в общем-то, увидели своими глазами тоже, что происходит, бомбежки мирных городов, и, в общем-то, это вызвало у них шок, так как в Европе ситуация совершенно не освещается, или, по крайней мере, немного с другой стороны. И они просто захотели помочь. Как мне сказал один чешский доброволец, мне было просто стыдно оставаться дома на диване. В вашей команде, я знаю, да, во-первых, озвучь, пожалуйста, свой ресурс, который участвует в прорыве информационной блокады с самого начала событий, которые были в Киеве на Евромайдане. И вы непрофессиональные журналисты там собрались. Почему вы создали этот ресурс и почему вы ездили, я знаю, ты лично ездила в начале АТО по горячим точкам, Славянск, Краматорск, где-то еще Семеновка. Семеновка. Расскажи, пожалуйста, почему? Как мы видим, основная цель нашего канала, я озвучу название, это Vox Populi Eva, что в переводе с латинского «голос народа» или «голос правды». То есть наша цель это донести до людей, собственно говоря, правдивую информацию.
То есть мы выкладывали видеоматериалы с переводом на английский язык для того, чтобы зарубежные зрители из англоязычных стран могли посмотреть и составить собственное мнение, то есть не на основе, скажем так, пропаганды, которая сейчас идет, к сожалению, по многим европейским СМИ. Но вначале, я знаю, у вас был другой ресурс, который заблокировали. Да, сначала у нас был ресурс «Антимайдан». У нас количество подписчиков быстро росло, потому что был огромный интерес со стороны европейцев, американцев. Так как есть большой недостаток информации именно о том, что происходит здесь, так как большинство любительских роликов, они, к сожалению, на русском языке, и поэтому недоступны простому обывателю. Поэтому мы работаем в нескольких направлениях, то есть мы занимались и переводами, также мы печатали и текстовые материалы на Фейсбуке, тоже какие-то статьи о событиях, происходящих здесь. Мы сотрудничаем с несколькими зарубежными информационными ресурсами, которые поддерживают Новороссию, с такими как «Голос Германии», «Ньюсфронт», там, «Южный фронт» и так далее. И скажи, пожалуйста, твой первый приезд, вспомни, 2014 год, Семеновка, Славянск, Краматорск. Ну, мой первый приезд на самом деле был даже не в Славянск, не в Семеновку, это был крымский референдум. Даже так? Да, я приехала туда, чтобы увидеть своими глазами, действительно ли так, как рассказывают европейские СМИ, что люди голосуют под дулами автоматов. Ну, я могу сказать, что не то, что единственный контроль, который я видела на избирательных участках, это то, что там были врачи, измеряющие давление. Не то, что не только дул автоматов, но и присутствие каких-либо российских военных или без опознавательных знаков я лично не видела. И что еще меня поразило, несмотря на то, что как это преподносилось в СМИ, было довольно большое количество иностранных журналистов, и которые совершенно свободно работали в Симферополе и Севастополе. То есть им тоже не было никаких ограничений. А потом уже у нас? После этого я бывала несколько раз в Одессе. Мне даже довелось побывать в Доме профсоюзов спустя несколько дней после произошедшей трагедии 2 мая. Что ты там увидела тогда? Я попала туда через 2 дня. То есть еще там, ну это были, конечно, ужасные впечатления. Вы знаете, это такое место, где витает запах смерти, какого-то ужаса и безысходности. Так как мои друзья тоже находились в Доме профсоюза, ну, к счастью, им удалось спасти, и мне рассказывали, как там оказались, по сути, даже не активисты Куликова поля, а многие просто люди, случайно оказавшиеся там. То есть там были пожилые люди, женщины с детьми. Своими глазами я видела, например, следы пуль в рамах окон. В нескольких кабинетах я видела письменные столы, с которых просто стекали потеки крови. И в некоторых комнатах там были просто буквально лужи крови. То есть, ну, это говорит о том, что, конечно, версия о том, что люди себя подожгли, но она не соответствует действительности. И вот ты уже приехала, когда украинская сторона развязала так называемое АТО на территории Донбасса. Ты вообще ожидала, как журналист, как просто человек, что возможна война практически в центре Европы? Вообще это казалось чем-то невероятным, потому что я помню, что когда я находилась в Одессе в мае прошлого года, и я как раз на 9 мая я хотела поехать в Луганск и Донецк. Тогда меня от этого одесские друзья отговорили, сказали, что ты знаешь, там что-то такое собирается ужасное, там к городу подъезжают танки. И в тот момент это казалось чем-то вообще, чем-то из ряда вон выходящим. Но никто не верил. Никто не верил, что эти танки, эта артиллерия будет стрелять. Ну, к сожалению, буквально спустя короткое время мы узнали, что, в общем-то, правительство способно обернуть оружие против собственного народа. Это был, конечно, большой шок. И я увидела уже такие как бы бомбежки уже мирных городов. Это было, конечно, такие ужасные впечатления. А в то время Европа как жила? Она хоть немножко слышала то, о чем кричал Донбасс? Ситуация на Донбассе освещалась, ну, во-первых, в весьма ограниченном количестве. Плюс нету никаких альтернативных, скажем так, точек зрения. То есть, ну, так же, как в Нидерландах, то же самое Франция, Бельгия, Америка, то есть практически идет одна и та же линия.
то, что там находятся российские войска, и под их контролем местные сепаратисты, какие-то буквально уголовные банды, значит, держат в страхе мирные города, и как будто они сами себя обстреливают. И то есть даже когда на экраны телевизоров попадали какие-то интервью, допустим, с ополченцами, то есть я замечала, что, например, даже перевод, он не совсем соответствовал действительности. То есть бывал даже иногда откровенный подлог. И то, что они показывали, ни разу не были показаны, что, собственно говоря, обстрелы производит украинская армия, это само собой. И сам масштаб разрушений, количество человеческих жертв, это тоже в Европе, оно очень мало озвучивается. Потому что если бы на самом деле люди знали о том, какие тысячи людей, сколько сотен детей погибло на Донбассе, я думаю, что реакция, наверное, была бы другой. А скажи, пожалуйста, вот ты приехала уже сейчас, за это время, за время твоего приезда, отъезда и снова приезда, да, как раз произошли вот эти страшные события, которые коснулись Европы, где погибли люди. Вот скажи, вот сейчас, возможно, европейцы уже понимают, к чему приводит поддержка терроризма и фашизма на своем собственном опыте? Я думаю, что это понимание постепенно развивается. Во-первых, сейчас, конечно, просто присутствует такое ощущение ужаса, неожиданности. То есть, конечно, европейцы, поэтому они спокойно относились к ситуации на Донбассе, потому что они были уверены, что их это никогда не коснется. Во-первых, растет, конечно, большое недовольство количеством беженцев, и они вообще увидели людей, которые, собственно говоря, бегут от войны. Это было тоже, в общем-то, впервые. То есть, сейчас говорю о беженцах из Сирии и остальных стран, которые сейчас буквально наводнили европейские страны. А сейчас с этими терактами люди поняли, что, в общем-то, их жизни что-то угрожает, и может случиться в любой момент. И мне кажется, что сейчас общественное мнение, оно может немного поменяться. И опять же, наша цель, в общем-то, этому помочь. И я так понимаю, что ваша цель, она даже достигается благодаря украинской стороне уже, да? Вот буквально несколько дней назад интервью с Гиви, которое было опубликовано на вашем ресурсе, начали активно с ссылкой на ваш ресурс перепечатывать украинские СМИ. Ваша команда считает это черным пиаром или такой даже поддержкой неожиданной? Я думаю, что это была, скажем так, большая ошибка украинских СМИ, то есть сделать там такую хорошую рекламу. Я думаю, что их, конечно, поразило то, что какое-то иностранное СМИ, это было так заметно из текста статьи, именно приехала на Донбасс и почему-то встретилась, как они выразились, с главарем банды Сомали. Потому что я думаю, что такие ситуации возникают достаточно редко. Сейчас, к сожалению, иностранных журналистов здесь мало. Как мне сказали встречные однажды здесь работники миссии ОБСЕ, что я первый журналист из Нидерландов, которого они видят здесь. Поэтому большое спасибо им за это. И за то, что они указали, обязательно посмотрите все 10 минут ролика. Это да. Да, это очень важно. А скажи, пожалуйста, вот тебе, удалось пообщаться с представителями ОБСЕ. Вот твое впечатление от общения с ними? Мне показалось, что они работают формально. То есть, во-первых, они всегда руководствуются безопасностью, то есть, хотя они сказали, что мы иногда выезжаем куда-то на передовую, но, конечно, только когда там нет обстрелов, которые, разумеется, всегда прекращаются, собственно говоря, когда туда приезжает миссия ОБСЕ. И они сказали, что они только фиксируют информацию, они пытаются что-то там информировать людей, потому что люди не знают о том, что происходит на Донбассе, и они, доносят им эту информацию. Меня это вообще удивило, особенно когда они сказали, что вот у людей нет интернета, может быть, они не знают. То есть получается, что они рассказывают какую-то свою правду. И я им даже рассказала историю, что в городе Тельманово встретилась пожилую семейную пару, которые переживали бомбежки в подвале. И даже у них там был интернет, и во время бомбежек они могли общаться с детьми. Да, это было такое. Конечно, бабушка с дедушкой такие впечатлили, очень сильные люди. И такой вопрос уже, заключительный вопрос. Ты в своих интервью, когда брала у местных жителей, у ребят с армии ДНР, ты задавала в конце один и тот же вопрос.
вернее, даже не вопрос, а такое, скажем, что бы вы хотели сказать жителям Европы, да? Вот, и тебе каждый раз люди отвечали. Просто подытожь, пожалуйста, ответы. В общем, ответ какой получился с твоей точки зрения? Ответ был такой: мы хотим мира, мы не хотим войны. И вот этот момент, то, что мы не хотим воевать, он звучал в том числе и от военнослужащих армии и ДНР, и ЛНР. То есть, конечно, у людей надежда на то, чтобы достучаться до Европы, добиться какого-то, может быть, там все-таки настоящего перемирия. И еще что они говорят: мы хотим, чтобы нас услышали. Пожалуйста, верьте нам, люди. И многие говорят: приедьте на Донбасс, посмотрите своими глазами, посмотрите на мой разрушенный дом. Я вас проведу и покажу, что здесь происходило. И вы знаете, было очень приятно, что мы получали комментарии к видео из различных стран. И, например, такой был смешной эпизод, там какой-то американец увидел ролик из Дебальцево, женщины, которая рассказывает, как дома расстреливали из танков прямой наводкой украинской армии перед отходом из города. И он настолько впечатлился, что стал просто спрашивать: а где находится это Дебальцево? Пожалуйста, расскажите, я хочу туда приехать, я действительно хочу это увидеть. И я хочу потом рассказать своим землякам в Америке о том, что здесь действительно происходит. И мне кажется, что это очень важно. Ну, я считаю, что это действительно очень важно, то, что вы делаете, то, что делает ваша команда, ваш ресурс. И поэтому welcome to Донбасс. Вы всегда тут желанные гости. Будем ждать новых встреч, новых репортажей. И огромное спасибо за то, что вы делаете. Большое спасибо вам тоже. С вами была программа «Путь правды». Телеканал «Новороссия ТВ» продолжает свой путь правды. А я прощаюсь с вами. До новых встреч.